Буквально только что месяц назад была опубликована научная статья о найденных в костях эдмонтозавра молекулярных остатках коллагена, впервые изученных комбинацией 3 передовых научных методов. Что нам это дает с точки зрения клонирования динозавров? Кто уже пытался создать парк динозавров и что из этого вышло? И сколько в современной экономике стоил бы настоящий парк юрского периода, посчитаем в конце этого видео. Добро пожаловать на канал, где я развлекаю себя сама, а вы можете наблюдать за этим, если, конечно, хотите, и где я делаю видео и просто надеюсь на лучшее. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии от 16 слов для продвижения канала. Попытки найти остатки тканей в костях динозавров ведутся десятилетиями. Еще с 60-х ученые периодически находили волокнистые структуры, но находки часто подвергались критике. Главная проблема – как отличить реальные биологические останки динозавра от современной контаминации или результата жизнедеятельности бактерий. Плюс, на всякий случай напоминаю, у нас нет костей динозавров. Вообще. То, что раскапывают, то, что выставлено в музеях, это по сути каменные слепки костей, потому что они прошли через процесс фасилизации. После гибели животного кости оказывались погребены под толщами осадочных пород, а органические ткани кожа, мышцы и ДНК быстро разлагались. На протяжении миллионов лет через их пористую структуру постепенно просачивалась вода с растворенными в ней минералами, которые медленно оседали и заполняли собой пустоты, оставляемые разлагающимися в ничто костными структурами, в итоге превращаясь в каменный слепок костей, которые словно в гипсовой форме лежали в земле. По сути, внутри полости, где раньше лежала кость, окруженная породой, в итоге оставался только камень в форме этой кости. Да, если вы не задумывались об этом, мы находим останки лишь тех животных, то, если хотите, удачно закончил жизнь где-нибудь в болоте или любом месте, где останки могла накрыть какая-нибудь осадочная порода, запечатав их. Так что существовали миллионы, а может быть даже миллиарды видов, кто умирал на воздухе и о существовании которых мы никогда не узнаем, просто потому что их прах не оставил никаких слепков в породе, которые мы могли бы потом найти. Именно поэтому от динозавров до нас дошли не биологические ткани, готовые к анализу, а окаменелые копии. Но все ли, что мы находим, окаменелое? А вот и нет. Ну, во-первых, очень хочется сразу же вспомнить случаи обнаружения мумий динозавров. Самый нашумевший случай, найденная в 2011 году мумия нодозавра. Это такой динозавр из инфроотряда анкилозавров, потрясающей сохранности, которая, как считается, была достигнута за счет того, что динозавр, закончив жизнь, буквально дрейфовал в море и почти сразу опустился на дно, где был моментально накрыт донными осадками. Потому и сохранился настолько потрясающе, несмотря на то, что ему около 110 миллионов лет. Видно детали и структуру кожи, и еще, пожалуй, можно вспомнить 2 случая, как ни странно, в обоих мумии гадрозавров. И это именно мумии, хоть все же окаменевшие. А что насчет тканей, сохранивших эластичность? Звучит нереально? А вот и нет. 2003 год. Найдены останки тираннозавра Рекса, формация Хелл-Крик, США. Возраст образца составляет около 68 миллионов лет. Обнаружены гибкие эластичные структуры, напоминающие кровеносные сосуды. Мэри поместила фрагменты кости в кислоту, чтобы растворить внешний слой минералов. И весь минеральный слой растворился. От окаменелости ничего не должно было остаться, но что-то осталось. Что-то пластичное, похожее на живую ткань. Вот этот фрагмент. Нет. Она показала нам видео, снятое под микроскопом. Так все и было? Да. Это кость динозавра. Без минералов. Вот что от нее осталось. 2005 год. При более детальном изучении того же образца тираннозавра из Монтаны, ученые выявили внутри костей волокнистый белок коллаген, что стало первым убедительным доказательством сохранения органического матрикса спустя миллионы лет. 2009 год. Анализ бедренной кости гадрозавра, возраст около 80 миллионов лет, из формации Джудит Ривер, США, подтвердил наличие в них фрагментов белка коллагена. 2017 год. В образцах костей динозавра лофингозавра из Китая возрастом около 195 миллионов лет были обнаружены остатки коллагена в сосудистых каналах, что показало возможность сохранения древних белков в окаменелостях возрастом около 195 миллионов лет. 2024 год. Новые методы анализа позволили выявить следы сложных органических соединений, связанных с процессами деградации останков, что обеспечило более глубокое понимание химии фасилизации. Эти открытия показали, что органика может сохраняться внутри окаменелостей
окаменелостей очень долго. Раньше считалось, что органические молекулы полностью разрушаются в процессе фоссилизации за срок от нескольких десятков до сотен тысяч лет, если изначально не находились в условиях вечной мерзлоты. Существовало убеждение, что после смерти животного ткани неизбежно и полностью заменяются минералами, и сохранение оригинальных белков спустя миллионы лет невозможно. Получается, что современные данные подтверждают, что эндогенные белки, такие как коллаген, способны сохраняться в костях динозавров на протяжении десятков и даже почти 200 миллионов лет. Это, конечно, из того, что мы нашли, кто знает, что мы найдем еще. И мы, наконец, переходим к самому свежему, нагремевшему случаю в этом году. 2026 год. Июнь. Эдмонтозавр. Формация Хелл-Крик. Южная Дакота, США. Возраст останков около 66 миллионов лет. Уникальность случая заключается в том, что ученые впервые применили комбинацию 3 передовых методов анализа останков. Кросс-поляризационной микроскопии – это когда материал просвечивают, чтобы увидеть его структуру. Инфракрасной спектроскопии – материал облучают ИК-лучами, чтобы распознать химические связи по частоте их колебаний. И тандемной масс-спектрометрии – это когда материал превращают в ионы и разбивают на части, чтобы по массе осколков собрать формулу молекулы. Такой анализ позволил не только доказать подлинность коллагена, но и количественно оценить содержание гидроксипролина, редкой аминокислоты, подтверждающей, что перед нами останки именно самого организма, а не современная контаминация бактериальной пленкой, которую могли занести при работе с останками. Почему это важно? Хотелось бы вспомнить забавный случай в истории палеонтологии, который до сих пор цитируется во многих журналах, хотя ему уже несколько десятков лет. Лучше всего это прозвучит из уст Бет Шапира, уже знакомой нам специалиста по эволюционной биологии Colossal Biosciences. Первые опубликованные последовательности ДНК динозавров показали, что они очень похожи на птичьи. Теперь мы знаем, что они точно соответствовали курице, и в ходе некоторых расследований было установлено, что команда раскопщиков, работавшая над этими костями, каждый день ела на обед жареную курицу. Значит, это заражение курицы. Да, это похоже на прикосновение жирных пальцев к окаменелостям динозавров. И посмотрите, теперь у нас есть древняя ДНК. Это просто умора. Так что же насчет ДНК? Однако важно понимать разницу между белками, такими как коллаген, и генетическим материалом ДНК. Коллаген – это прочный строительный материал, способный выживать миллионы лет. ДНК же устроена гораздо сложнее и разрушается в разы быстрее. Поэтому сами по себе находки коллагена, к сожалению, пока не позволяют нам клонировать динозавров. Но, как я люблю говорить, никогда не говорите науке никогда. Для того, чтобы клонирование стало реальным, нам нужно найти не просто обрывки белка, а сохранившиеся участки ДНК. Желательно целую живую клетку, что было бы какой-то невообразимой удачей. В отличие от коллагена, ДНК – это сложная последовательность нуклеотидов, которая крайне чувствительна к влаге, температуре и радиации. К сожалению, динозавры вымерли около 65 миллионов лет назад. За это время Земля многократно оттаивала, и шанс найти останки динозавров в вечной мерзлоте практически равен нулю. Но гипотетически идеальный сценарий – это находка окаменелости в месте, где есть уникальный микроклимат. Например, в пещере или внутри массивной кости, защищенной от бактерий, где молекулы ДНК запечатаны в минеральный футляр. Нам нужны длинные, желательно неповрежденные цепочки нуклеотидов, которые можно прочесть и восстановить в полный геном. Однако, на данный момент вот позиция наших любимых Colossal Biosciences. Как вы думаете, возможно ли когда-нибудь клонировать динозавра? ДНК динозавров не существует, и это очень расстраивает людей. Я бы никогда не сказал никогда. Но ведь все динозавры, которых когда-либо находили, это окаменелости, верно? Получается, что это просто камень. Может быть, есть какой-то материал, который сохранил ДНК за 65 миллионов лет. Мы используем ДНК возрастом от 1 до 1,5 миллионов лет. Это самое древнее. Возраст большей части нашей ДНК составляет от сотен тысяч до 50-100 тысяч лет. Я не думаю, что когда-нибудь это станет возможным, но я не буду говорить никогда. Я думаю, что клонировать динозавра — это крайне маловероятно. Но я думаю, что с помощью ИИ, реконструкции предковых состояний, участков, кодирующих белки и достаточного понимания. По мере того, как наука переходит от открытий к чистой инженерии, возможно, однажды, скажем, в ближайшие 20 лет кто-нибудь сможет создать нечто похожее на динозавра. Но снова не говорим науке никогда и не забываем, что речь идет о состоянии науки на сегодняшний день. Итак, все же, а есть ли у нас какой-то план? Представим, что мы обнаружили останки с нужной степенью сохранности
сохранности. Что мы будем делать дальше? На текущем уровне науки мы вряд ли сможем воскресить динозавра целиком. Скорее, речь идет об обратной инженерии. Редактирование генома, уже знакомый нам CRISPR. В общем, мы берем геном ближайшего, ныне живущего генетического родственника и точечно заменяем его гены на гены динозавра. Предположим, мы хотим клонировать этим методом пару динозавров. Например, для тираннозавра, его ближайшие родственники это куры и страусы, ученые пытались бы внедрить страусу гены, отвечающие за зубы, длинный хвост, размеры, подавляя гены, отвечающие за клюв и, например, крылья. Или дредноут. Это гигантский зауропод. Его родственники также страусы, но здесь задача была бы сложнее. Казалось бы, одно и то же исходное животное. Уже требуется изменить метаболизм и скелетную структуру так, чтобы существо могло достичь колоссальных размеров, свойственных древним ящерам. Ну а что дальше? Спросите вы. И я вам отвечу. Тут встает проблема инкубатора, которую, как вы уже знаете из этого видео, удалось решить. И если мы отредактируем геном, у нас не будет вставать вопроса, где выращивать эмбрион. Ведь у нас нет современных животных, которые могли бы выносить яйцо Тирекса или тем более дредноута. Однако Colossal Biosciences уже разработали искусственное яйцо и успешно выращивают в нем птиц, об этом мы говорили в том видео. Эта технология, как вы тоже уже знаете, будет применяться при клонировании птицы Додо и гигантского муа. Работа над этими проектами сейчас активно ведется. Искусственное яйцо полностью снимает вопрос поиска гигантского животного донора для динозавров, так как развитие эмбриона происходит в контролируемой биоинженерной среде и в яйце того размера, которого нужно. Но зачем нам клонировать динозавров? Возвращение динозавров подняло бы сложный этический вопрос. Делаем ли мы это ради науки или лишь для удовлетворения нашего эго? Хоть я и считаю, что с оригинальной картиной Спилберга недавнее продолжение фильмов мира юрского периода вряд ли может сравниться, смотрела только из-за Криса Пратта. Он перед тобой. Крис, напиши. Все же оно наглядно показывает возможные последствия превращения живых существ в аттракцион, где коммерция и развлечения неизбежно приводят к катастрофам. Этично ли вообще держать древних гигантов в неволе ради человеческого любопытства? Вопрос открытый. Кроме того, экосистема современной Земли радикально изменилась за миллионы лет, и возвращение в нее таких хищников, как Тирекс, может обернуться непредсказуемым хаосом для существующих видов. Однако проект имел бы и мощный прикладной смысл. Разработка технологий для оживления видов неизбежно подстегнет прогресс в генетике, медицине и биотехнологиях, создавая инструменты для спасения исчезающих видов и борьбы с наследственными заболеваниями, в том числе у людей. Итак, сколько бы стоил такой парк юрского периода в нынешней экономике? Финансовая сторона вопроса тоже впечатляет. В 2015 году энтузиасты подсчитали, что создание парка юрского периода вышло бы в $23 миллиарда. Но с учетом инфляции в 41% на 2026 год стоимость проекта значительно выросла. Итак, общие расходы на открытие составили бы минимум $33 миллиарда. Генные исследования и клонирование – порядка $12 миллиардов. Сюда входит поиск ДНК, аренда лабораторий, работа ведущих генетиков. Острова и инфраструктура, если мы не хотим сюжетных повторов парка юрского периода 2, около $2,5 миллиарда. Это покупка территорий у того же побережья Коста-Рики и строительство вольеров. Операционные расходы и безопасность где-то около $17 миллиардов ежегодно. Это затраты на содержание парка, питание небольших популяций 15-20 видов динозавров и профессиональную охрану, конечно же. Итого цена входного билета составила бы в среднем $353 на человека за день без всяких доп, люкс, лакшери, плюшек, конечно. Пытались ли уже создать парк юрского периода? Спросите вы, и я вам отвечу. Да! В 2000-х австралийский миллиардер и импресарио Клайв Палмер, посмотрев фильмы Спилберга, загорелся идеей создания парка юрского периода. Он настолько серьезно к этому подошел, что нанял тех самых ученых, которые клонировали знаменитую овечку Долли. Локацией для парка он выбрал купленную им за $3 миллиарда землю под курорт в городе Колумбия, в 120 километрах от Брисбена, штат Квинсленд, Австралия. По замыслу Палмера, техустройство парка должно было быть таким же, как в фильмах. Животных будут удерживать специальные ограждения. Но нанятые магнатом ученые столкнулись с невозможностью осуществить клонирование динозавров технически с уровнем науки в те года. Надо сказать, Клайв не растерялся и все равно сделал там парк, правда, вместо животных заняли их статуи. Люди, кстати, все равно массово посещали парк на волне любви к фильмам.
Парк много лет процветал, сейчас же все это выглядит печально. Миллиардер известен своими планами построить копию Титаника, но с нужным количеством шлюпок и гигантского колеса обозрения. В общем, любит человек всякие гигантопроекты. Сейчас он вроде бы просто политикой в Австралии занимается, но я не удивлюсь, если в будущем он вернется к этому проекту с развитием технологий и, кто его знает, станет одним из инвесторов в Colossal Biosciences. И кроме того, что существуют и процветают тематические парки в Universal в США с аниматронными куклами динозавров в полный рост, очень сильно хайпует парк в Сингапуре и многие другие очень популярные у поклонников динозавров и фильмов о них. А вы бы хотели посетить настоящий парк юрского периода? И если бы посетили, вольер с каким динозавром был бы в вашем маршрут-листе первым? Пишите, пожалуйста, в комментариях, и считаете ли вы создание такого парка вообще этичным? Спасибо за просмотр, мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока!